Трехбольная версия штурмовой винтовки SWA-19 Gen 5 Вооруженных сил космодесанта. Заказчик попросил изготовить данную винтовку, скинув картинку. Здесь у нас стоит калашный гирбокс, который дает выхлоп 120 в базе. Дальность стрельбы около 50 метров. Темп стрельбы 1000 выстрелов в минуту на 11-вольтовом аккуме. Корпус полностью изготовлен из пластика. Верхняя часть, верхний ресивер, сделан у нас из ПЛА. Нижний из 5G. Покраска верхней части у нас идет эмалью автомобильной в камуфляже. И несколько слоев сверхстойкого лака матового. На нижней части нанесена текстура резиновая. В базовом варианте стоит передняя рукоятка. Вот она. Отдельный модуль у нас. Но при необходимости меняется на тактическое цевье, которое я сделал просто от себя. Потому что оно мне более симпатично, чем вот эта рукоятка. Сейчас покажу, как меняется. Один пин, точнее как два полупина, соединяющиеся винтом М4 на 40. Стягиваются винты, соответственно стягивается корпус. Также в принципе и весь корпус сделан стягиваниями пинов. 5 пинов держат нижний ресивер с верхним. Отсоединив первый пин, шестой, который отвечает за цевье, мы можем ставить рукоятку. Смысл такой, что мы вставляем эту рукоятку, закрываем пин и здесь закручиваем винты. Здесь есть винты, которыми рукоять крепится. Поэтому особо заморачиваться над передней рукояткой в базовой я не буду. Оставлю цевье. Чтобы его надеть, мне надо опять его вставить пин и ставить пин с этой стороны. И затянуть винт, который стягивает этот пин. Все, получается так. Рукоятка затвора находится на левой стороне с резиновым механизмом, чтобы избавиться от металлических деталей. Я сделал резиновую часть, чтобы было меньше металла в конструкции. На правой стороне заглушка. Эту заглушку при необходимости можно поставить на левую, соответственно рукоятку на правую. Под левшу, правшу и под свой вкус можно переделать. Окно хопапа сделано на уровне непосредственно хопапа. Открывается. Напечатано из фотополимерного пластика высокой точности, поэтому оно очень гладенькое и красивое. Открывается. Получаем доступ к регулировке хопапа калашного типа. И закрываем, защелкиваем. Сзади есть у нас тыльничек из 5G пластика. Ослабляя винт, мы можем его вытащить. Под ним находится 9-вольтовая батарейка, которая питает подсветку хопапа. Там 2 ультрафиолетовых диода. И вот батарейка их запитывает. Сейчас она уже села, потому что я ее оставил на четверо суток. Она четверо суток светила. Хопап работал, светился. И потом уже отдала концы. Поэтому она так уже лежит там. Но смысл в том, что ее хватает на очень долгое время, поэтому я не стал делать отдельный выключатель для нее, чтобы включать-выключать подсветку. Проще так. Когда тебе нужна подсветка, ты снял тыльничек, поставил свеженькую батарею, закрыл тыльничек, притянул его винтом. Все. Есть еще второй винт для более жесткой фиксации. Но пока я туда-сюда лазю, я фиксирую на одном винте. Органы управления. У нас есть спусковой крючок, а точнее кнопка спуска, которая сейчас не работает, потому что у нас есть еще и предохранитель электрический в виде кнопки. Включаем, и тогда пошло питание. Все работает. И выключаем, когда нам не надо. Из органов управления это все.
Режимов огня у нас нет, потому что только автомат. Потому что все электрическое. За замыкание контактов отвечает у нас ключик ARM V1. Он стоит внутри. Сигнал с кнопки поступает на него. И он замыкает цепь от аккумулятора к двигателю. Одиночный огонь было бы реализовать возможно электронным способом, но это бы увеличило стоимость винтовки, а для штурмовой автоматической винтовки я не думаю, что это критично. Про шахту магазина сейчас расскажу. Это отдельная интересная история, потому что по задаче у нас надо было запитывать М4 магазином третий гирбокс с третьим хопапом, а они конструктивно не дают возможность примыкать магазин, потому что там выступы соответствующие у гирбокса. И мне пришлось сделать проставочку, которая увеличивает зазор между хопапом и магазином. Сквозь эту проставку подаются шары, и в этой проставке я разместил светодиоды, 2 ультрафиолетовых. Шахта довольно длинная, поэтому мне пришлось сооружать конструкцию передачи тяги в самый низ, чтобы с кнопки можно было отстегивать защелку, которая находится на вот этом уровне. Поэтому получилось так. Кнопкой мы нажимаем, можем сбросить магазин. Магазин с небольшим люфтом заходит, потому как магазины всякие бывают. И я не хотел, чтобы только конкретный магазин заходил, а можно было и менять их. Конечно, магазины типа макпуловских с какой-нибудь резиновой текстурой уже будут довольно широкие и не зайдут в глубокую шахту. Но стандартные магазины любой фирмы отлично подойдут. Внутри у нас стоит гирбокс, как я уже говорил, цимовский 3-й версии, без контактной группы, облегченный, чтобы увеличить место внутри. Хоп-ап камера тоже стоит цимовская 3-й версии, ну то есть от калаша. И стволик длиной 370 мм. Все это в принципе было снято с АК-105 цимы. Так, по внутрянке, что еще я могу сказать по внутряночке? Да, особо ничего, все расположено так, как сейчас будет картинка. И там видно, как конструктивно все это устроено внутри. Есть там гирбокс, есть там хопап, 2 цвета для верхнего и нижнего ресивера. То есть все в принципе понятно для тех, кто знает, как сделан внутри привод. Сейчас я быстренько покажу, как разбирается весь автомат для доступа к необходимым узлам для их замены или тюнинга. В основе у нас 6 пинов. Первый пин у нас отвечает за цевье. Мы его снимаем. Они довольно плотненькие, поэтому я пользуюсь отверткой, чтобы их выбивать. 2 полупинчика переднего цевья. И весь корпус соединяется 5 пинами. Все, повыталкивали все пины, сложили их здесь, переворачиваем винтовку и отсоединяем нижний ресивер и его провод. На нижнем ресивере находится кнопка спуска, предохранитель, сама шахта и механизм сброса магазинов, отстежка. Здесь получается у нас аккумулятор. Вот, в принципе, и все. Все, что мы видим здесь: гирбокс, проводка, проставочка, которая дополнительно фиксирует гирбокс. Там еще несколько застежек есть, стяжек для фиксации гирбокса. Это я покажу на видео по созданию. И стволик. Из металлических деталей в конструкции только, соответственно, гирбокс, стволик, фальш-ствол. Это алюминиевая трубка подходящего диаметра. И винты крепежа. Также, кстати, в конструкции есть алюминиевая направляющая вдоль всего корпуса, которая стягивает всю конструкцию, задавая ей жесткость. Но это еще не все. Дальше можно пойти глубже и разобрать винтовку так, как она предназначается для пересылки.
Все, отсоединив планку Пикатини со всеми фиксирующими винтами, мы можем просто снять переднюю часть. Одна большая деталь, цельная, пластиковая, сделанная из нескольких деталей и склеенных между собой, зашпаклеванных, зашкуренных. Выглядит как цельная монолитная деталь. Здесь алюминиевая направляющая, которая дает жесткость. Ну и стволик. Стволик там держится на двух винтах. И в принципе при необходимости можно залезть и починить. Или заменить ствол, или что-то еще. То есть все в принципе как в обычном страйкбольном автомате. Теперь быстренько соберем это. Вставляем планочку. Смотрим, совпадают ли отверстия с планочкой. Дальше надеваем. Так, еще и не сказал. Здесь вот у нас виден механизм имитации затвора. По сути, просто ползунок на резиновой тяге. Потом мы вставляем ствол в фальш-ствол, планочку в свой пазик и все. Чик. Пристегнули и вкрутили все винты. И можем пристегивать нижний ресивер. Он не разборный. Это тоже несколько деталей, склеенных все между собой, зашкуренных и зашпаклеванных. Ну, разве что нижняя вот эта задняя часть, она держится на винтике с гайкой. Ее я не вклеивал, потому что она довольно тоненькая и при усилии может сорваться. Поэтому она зафиксирована винтом. Пристегиваем проводку управляющую и укладываем все это туда. Так, чик. Дырочки все совпадают. Вставляем пины мама с этой стороны, с левой. Мне так нравится. Вот у нас аккумулятор калашного типа, 11-вольтовый. На нем винтовка стреляет 1000 выстрелов в минуту, на 7-вольтовом меньше, там 700 получается или 650. Чтобы его ставить, надо снять переднюю крышку. Вот он у нас коннектор. Подсоединяем и заталкиваем. Сейчас я покажу это получше. Присоединив коннектор, мы просто заталкиваем аккумулятор туда до самого конца. Там места много, поэтому нам хватит места, чтобы и коннектор засунуть, и переходник с одного типа разъема на другой. И пристегиваем крышечку. Пристегнули магазин, все, винтовка готова к бою для уничтожения маленьких и больших насекомых, арахнидов и всякой живности. Да, по заказу клиента был сделан логотип. Насколько я понимаю, это мандалорца логотип или что-то там такое. И буковки F&G Arms. Они сделаны из фотополимерного материала и вклеены в посадочные места ПЛА корпуса. Соответственно, зашпаклеваны, зашкурены и сделаны как монолит. Здесь то же самое. Страйкбольную версию можно сделать любого бластера, автомата или снайперской винтовки, которую вы можете увидеть в компьютерной игре или где-то еще. Вопрос только совместимости деталей и
ну, подходящих мест для них. Возможно, все. Так что, если вы хотите иметь стрейкбольную винтовку или автомат, которого нет ни у кого, который уникален и индивидуален, то это вполне возможно. Да, он не будет такой прочный, как калаш или как стальные вообще вещи. Его можно будет разбить, в принципе, при желании, но также и можно будет напечатать легко компоненты и заменить поломанные. Вот, допустим, владельцу этой винтовки я выслал весь пак деталей STL моделей, и он может, в принципе, распечатать себе еще одну винтовку или еще одну, или просто компоненты для того, чтобы заменить поломанные детали. Благо 3D печать недорогая.